Существует множество программ для анализа эталонных или референсных записей. Но сегодня я покажу вам некоторые инструменты, которые в работе использую я, и которые позволяют мне получить всю необходимую информацию как об эталонных записях, так и о моих собственных миксах. Что ж, приступаем. Сегодня в качестве референсов мы возьмем несколько песен из плейлиста «100 лучших композиций мира» по версии YouTube Music на этой неделе. И начнем мы с Girl Like Me от The Black Eyed Peas. По понятным причинам включить вам эту музыку я не могу, но вы можете зайти на YouTube Music и после этого видео послушать песню самостоятельно. А сегодня мы посмотрим на нее по анализаторам. И я покажу вам, как я вообще анализирую все вот эти аудиокомпозиции. Самый привычный инструмент, которым я пользуюсь на протяжении многих лет, это плагин iZotope Insight. С его помощью, в первую очередь, я определяю целевую громкость для треков. Вы видите, что громкость этой песни находится на уровне -12, -11 LUFS Integrated. Неожиданно для YouTube Music, не так ли? Громкость должна быть на уровне -14, -15, а по факту оказывается совсем иной. А моментальная громкость, вы видите, что находится на уровне даже -6 LUFS. Также здесь я могу проверить частотную характеристику аудиозаписей. Но я уже давненько так не делаю, потому что есть другой, более интересный инструмент, на который мы посмотрим через несколько секунд. Помимо громкости, здесь также полезная для меня информация — это фазовые характеристики аудиозаписей. Я смотрю на коррелометр, смотрю на гониометр, чтобы понять, насколько песня широкая и нет ли противофазных элементов. Вполне показательный анализатор. Тем не менее, пока остановимся, и мы посмотрим на другой анализатор из моего списка, который я использую для анализа частотных характеристик аудиозаписей. Это еще один плагин от iZotope — Tonal Balance Control. Вернемся к песне, отмотаем ее немного назад. И посмотрим на вот эту кривую. Изначально она будет загружена вот в таком виде, и здесь мы можем видеть распределение энергии по основным частотным диапазонам. Низкие частоты, нижняя середина, высокая середина и высокие частоты. Для низких частот мы также видим важный параметр крест-фактор, который показывает, достаточно ли динамичные низкие частоты. Когда мы находимся в центральном положении, низкие частоты в порядке. Если мы движемся влево, значит низкие частоты следует подкомпрессировать. Ну а если мы находимся ближе к правому краю, значит низкие частоты перекомпрессированы, что не good. Мы можем заметить, что я сейчас нахожусь в пресете анализатора Pop. Переключимся в Fine, чтобы видеть кривую более детально. И можем выбрать, например, EDM. Вы видите, что для EDM низкочастотный диапазон расширяется в сравнении с Pop. Можем посмотреть хип-хоп. Он похож на EDM, но возможные границы несколько сжаты. Когда частотная характеристика будет находиться в пределах верхней и нижней линий графика, это будет означать, что частотная характеристика, можно сказать, сбалансированная. Если мы выходим где-то за этот график, значит частотная характеристика не сбалансирована. Но, тем не менее, лучше держаться ближе к центральной линии, тогда можно будет считать, что частотная характеристика аудиозаписи идеальная, ну или близкая к этому. Конечно, это не всегда так, но когда вы проанализируете с помощью Tonal Balance Control много записей, вы поймете, что этот инструмент действительно очень показателен. Многовато высоких частот, в общем-то, не так все хорошо, как хотелось бы. Посмотрим на другой референс. Например, Blackpink How You Like That. Эта песня очень мне понравилась в этом году. Я сейчас перематываю к припеву. И вот здесь картина уже намного лучше. Правда, частотный график достаточно похож на треки в стиле метал или рок, когда высокая середина акцентирована, нижняя середина несколько провалена,
а низкие частоты и высокие частоты находятся в каком-то очень неплохом балансе. В целом, высокую середину можно было бы слегка притопить, но поскольку это вокальная музыка, здесь вполне традиционно, что голос слегка акцентирован. Можем переключиться на поп, и мы видим, что в целом частотка довольно хорошая. Посмотрите. Это прекрасный референс, как мы можем видеть по графику. Намного более подходящий, чем предыдущая песня Black Eyed Peas, которую мы с вами слушали. Вот в припеве низкие частоты расширяются, но это довольно традиционно, поскольку в припеве эта песня звучит трэпово. Соответственно, здесь будет работать правило графика EDM. Вы видите, что в процессе прослушивания я постоянно переключаюсь между графиками, чтобы получить более адекватное представление о всем, что происходит с треком. Шикарно! Друзья, сегодня мы разыграем лицензию на Tonal Balance Control 2 от компании Isotope. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно подписаться на наш канал на YouTube, а также в комментариях под видео оставить ответ на вопрос, какой трек или треки вы используете в качестве референсов и почему. Напоминаю, что розыгрыш будет проходить на YouTube, поэтому оставляйте комментарии под видео именно там. Время проведения розыгрыша мы дополнительно объявим в нашем сообществе на YouTube. Сейчас я хочу вам показать новый мультианализатор Supervision, который появился в Cubase 11, а также в новой версии Nuendo. Я думаю, он скоро заменит во всех моих проектах Insight, и сейчас вы поймете почему. Я расставил анализаторы так, как мне это нужно. Их можно переставить местами, можно растягивать, увеличивать, уменьшать. Добавить новые модули, убрать их. Сейчас я заменил частотный спектр на спектрограмму. Но вернемся к частотному спектру и посмотрим на него более детально. Отличное отображение, весь спектр прекрасно просматривается, а также мы видим отдельные самые яркие пики. Я вижу, что сигнал превышает 0 дБ полной шкалы. Вижу стандартные LUFS-измерители, распределение энергии по панораме, гониометр, коррелометр, а также волноформу в реальном времени. Все эти анализаторы, которые мне нужны чаще всего. Шикарный прибор, очень красивый, очень детальный. Так же, как в WaveLab мы можем развернуть любой из графиков на весь экран. Очень круто. Я думаю, мы запишем об этом плагине отдельное подробное видео, потому что уделить ему всего пару минут, мне кажется, не совсем правильным. А пока продолжим работать с референсами. На вот этой песне, которую вы только что слышали на фоне, мы попробуем проанализировать частотную характеристику, а также ее несколько поправить. Я пока уберу все плагины, и мы сделаем все настройки заново. Открываю Ozone 9, убираем максимайзер и оставляем только эквалайзер. Сразу переименую его. И зайдем в окно Tonal Balance Control. Послушаем. Вы можете заметить, что низких частот многовато. Высокие частоты, в принципе, в порядке, а вот нижняя середина слегка провалена. Мы находимся в графике поп. Также обратите внимание на крест-фактор. Низкие частоты недостаточно скомпрессированы, потому что измеритель уходит в левую сторону, а должен располагаться ближе к центру. Отлично. Пока информации достаточно. Теперь в нижней части графического интерфейса Tonal Balance Control я могу открыть эквалайзер, который мы перед этим видели в Ozone 9. То есть мы будем контролировать частотные корректировки этого микса непосредственно из окна Tonal Balance Control, не переключаясь на Ozone, чтобы не терять вот этот момент визуализации, что очень удобно. Приступим.
Несколько усилим вот эту область. Вы видите, что график стабилизируется. Слегка ослабим низкие частоты. И немного ослабим вверх. Теперь картина кажется намного более сбалансированной. Но низкие частоты все-таки нужно взять под контроль. Добавим модуль Dynamics. И слегка скомпрессируем низкие частоты. Ситуация улучшилась, но можем улучшить ее еще немного. Отлично, теперь мы находимся ближе к центру. Что ж, а теперь можем послушать, как микс звучал до обработки и как стал звучать с обработками, которые мы сделали на основе показаний Tonal Balance Control. Действительно, с обработками микс звучит чуть более сбалансированно. Возможно, мы середину слишком выпятили, нужно будет откатить ее немного назад, но тем не менее все вот эти корректировки были более чем уместными. Что ж, ребята, как вы видите, я использую достаточно простые инструменты для анализа референсных треков, а также для корректировки моих миксов на основе всех полученных показаний. Tonal Balance Control в моей работе незаменимый инструмент, так же как мультианализаторы Insight и новый анализатор, который появился в Cubase 11, Supervision. Большое спасибо за внимание. Увидимся завтра. Плывите к звуку.